Гамарджоба Генацвали. Многие из вас, а может быть некоторые из вас, волею судеб сейчас оказались в Грузии. И этот выпуск я решил сделать именно для вас. И этот выпуск я посвящаю лучшим чачам на мой вкус, которые я пробовал и о которых я хотел бы рассказать. Эти чачи вы можете найти в магазинах, в марани, так называемых подвалах, где производят вино. В Грузии, обратите на них внимание, я считаю, что эти чачи достойны вашего внимания. А перед тем, как я начну метать бутылки на стол, я хотел бы рассказать несколько слов о чаче. Большой выпуск о чаче я уже делал год назад, и посмотрите его здесь. Я его делал в формате интервью с владельцем магазина Чача Corner Вахтангом. Ссылка на магазин также будет в описании. Там я глубоко и подробно рассказал о чаче, точнее рассказал о чаче Вахтанг, а я лишь задавал ему вопросы. Я думаю, что каждый из вас найдет что-то познавательное для себя в этом выпуске. А если вы хотите затариться чачей, то обязательно обратите на этот магазин свое внимание. Также магазин Галерея Вин, тоже довольно большой. Много прочих магазинчиков, по крайней мере те, что я знаю, это вот эти два. Ну и также в каждом марани, уважающем себя марани, есть свой магазинчик, где вы всегда можете приобрести ту или иную чачу. Как бы я для себя ответил на вопрос, что такое чача? Чача – это продукт двойной перегонки остатков после выдержки вина по кахетинской схеме. Остатки, то есть виноградный сок, виноградное сусло выдерживаются в специальных емкостях. В основном это квеври. Квеври – это огромные кувшины глиняные, зарытые в земле в подвалах, которые называются марани. Также допустима выдержка в стальных танках нержавеющих, но без добавления дрожжей, сахара, ферментов, еще каких-нибудь гадостей. Только натуральная биопродукция. Соответственно, вот этот остаток, по идее, который остается после выдержки вина, вино снимается с осадка, все, что остается на дне, по идее и называется чачей. Но сегодня это дистиллят, в том числе в официальном документе 1998 года о виноградной лозе, который вышел в Грузии, чача также упоминается, и есть кое-какие регламентирующие ее производство моменты, пока недостаточно глубокие. Там в том числе чачу называют и водкой. Кстати, наверное, это какой-то отсыл к старым древним нашим временам, когда водками называли дистилляты. И изначально водкой назывались дистилляты. Каждый уважающий себя грузин знает число 8000. 8000 лет назад зародилось виноделие на территории этой благодатной, обласканной Богом страны. Но сегодня Грузия славится не только виноделием, но и продуктами этого виноделия, а именно дистиллятами, фруктовыми дистиллятами, бренди, а еще очень специфичным и аутентичным продуктом – чачей. Итак, представляю вашему вниманию неформализованный рейтинг «Лучшие чачи на мой вкус», который мне удалось попробовать. Спасибо за помощь в поиске бутылок магазину Чача Corner. Приступаем к первой чаче. Первая чача – Фредерикус секундус. Сорт винограда Цила Каури, 2014 год выдержки. Вот такая вот скромная бутылочка с черной наклейкой. Компания из города Зугдиди, основатель немец, владелец местного бара. Немец-основатель и владелец, а жена грузинка помогает ему, и это президент компании. Немца зовут Иохим Николаус Тренкеле, жену зовут Манана Тренкеле. Происхождение дистиллятов не указывается. Как вы можете догадаться, поскольку владелец немец, то производят в основном шнапсы. Что такое шнапсы, вы также можете посмотреть. Вот здесь вот выпуск, подробно расскажу вам там и о шнапсах. Так вот, производят, конечно же, шнапсы, импортируют в Европу, в Австралию, но и о чаче не забывают. Давайте попробуем эту интересную чачу из Цила Каури. Аромат очень красивый, сдержанный, сбалансированный, много травянистых тонов, напоминает чем-то рейсилью или мескаль. Выпуск о мескале тоже можно посмотреть у меня на канале. Ну, пожалуй, очень сладкий. Вкус фруктовый New Make,
легкая парфюмерность, кислый виноград, танины, послевкусие, продолжение вкуса, согревающее, чистое, танинное, напоминающее чем-то даже eau-de-vie. Хотел бы обратить ваше внимание на цвет этой чачи, и он на самом деле должен вас смущать. Если вы видите, и я думаю, вы видите, он имеет легкий зеленоватый оттенок. И я бы хотел вас предостеречь от покупки подобных чач, потому что чача — это дистиллят. Если вы покупаете белую чачу, невыдержанную, то дистиллят должен быть исключительно прозрачный. Более того, многие бы говорили, что цвет таких дистиллятов, таких чач, напоминают им чистую слезу младенца. И вот этот зеленоватый отцвет мог бы вас смущать, но не в данном случае, все-таки немцы, как-никак. Причина возникновения этого цвета — грязное оборудование, в котором смешивалось, то есть, может быть, это какие-то емкости, в которых до этого было сусло там, или виноградный сок, в них производилось смешивание, ватинг готовой чачи. Второй вариант — разбавление дистиллята виноградным соком, например, да, или если почти нейтральным, может быть, соком, практически не сладким, не кислым. Возможно, может быть. И третий вариант, то, что при дистилляция происходила очень интенсивно, и при дистилляции подпустились хвосты, или очень бурно бурлила масса, бурлило сусло, и подпускалось все подряд, и в том числе и цвет этого сусла. Вот этот вариант, конечно, бы очень не хотелось бы получить, поэтому избегайте. Почему? Потому что вы можете получить какое-то отравление, да, если там есть много каких-то сивушных, жмыховых вот этих вот масел, которые дают очень похмельную историю на утро. Поэтому все-таки избегайте покупки белых чач с оттенками. И поскольку мы заговорили о цвете чач, то вы наверняка еще можете встретить вот такие вот бутылочки. Это различные фруктовые чачи, фруктовые бренди. Вот, например, это земляничная чача. Вот это, например, медовая чача. Чача, сделанная из меда. Конечно же, называть эти продукты чачами нельзя, однако вот имейте в виду, что не все надписи чача говорят о том, что внутри чача. Вот это земляничный дистиллят. Насколько это дистиллят, сложно говорить. Возможно, это дистиллят мацерата, земляники на спирту. И все вкусоароматические характеристики говорят об этом. Также явно цвет. Опять же цвет. То есть подкрашен, либо добавлено что-то, вот какой-то земляничный сок или еще что-то. Есть какая-то мутная взвесь тут. Ничего страшного, не отравитесь. Конечно, в Грузии очень добродушные люди. Медовый дистиллят. Медовый дистиллят — это мед, разведенный с водой, а может быть разведенный сразу со спиртом, может быть даже без брожения, тоже может быть мацерат меда дистиллированный, может быть с брожением, но вот то, что я пробовал, здесь что-то явно такое спиртовое. Лично мое мнение, это не моя категория, это точно, то есть, может быть, выпить, закусить можно было бы, но я как любитель дистиллятов не очень уважительно отношусь к этой категории. Если вы хотите попробовать действительно чачу, то имейте в виду, что надпись чача не всегда значит, что внутри чача. Вот что я хотел бы вам сказать. Итак, оценка Федерико Секундус. Федерикус Секундус. Оценка 88. Придраться не к чему. Цвет. Цвет я анализировать не буду, за цвет я оценку понижать не буду. Следующая чача называется Ниши Марани. Ниши Марани изготавливают вот такую вот интересную чачу, сделанную из саперави. Моносортовая чача, самая настоящая Марани. Погреб, выдержка в квевре вина, в смысле изготовления в квевре, дальнейшая двойная дистилляция. Находится в деревеньке Гаркулья, которая находится между Тбилиси и Гори. То есть не так далеко, если вы в Тбилиси, можете даже съездить на экскурсию и посмотреть, как там все происходит. 50 градусов,
никакой информации о годе дистилляции. И моносортовая чача, можно сказать, это single grape чача. Самое настоящее Марани, есть свой сайт. Ниши означает чудо по-грузински. Виноград как собственный местный, так и кахетинский. И очень важный момент, что чача это всегда побочный продукт в производстве вина любой винодельни в Грузии. Чача это очень маленькие и очень-очень такие вот, как сказать, ограниченные объемы. Итак, наш Саперави. Очень мощный, я не знаю, сумасшедший аромат. Саперави, ацетончик, забористый. Такой мощный и яркий аромат я не встречал ни в одном дистилляте. Ох, чистый дистиллят Саперави ни с чем не спутаешь. Ацетонистый, забористый, кислый. Это не дегустационная чача однозначно. Еще более ацетонистый, забористый, кислый, жмыховый, терпкий вкус. Если вы нальете этот дистиллят в снифтер, вы подумаете, что я над вами издеваюсь. Послевкусие, наверное, скорее всего, можно сказать такое же. Итак, это моя самая любимая застольная чача. Этот дистиллят, конечно же, не имеет никаких потенциалов к выдержке, но это шикарная, застольная, веселая чача. И моя оценка пусть вас не смущает. 76 баллов. Следующий участник моего списка любимых чач. Смотрите, какой интересный мешочек. Чача называется Nine Oaks. 9 дубов. Красивый мешочек. Сейчас я расскажу, что здесь нарисовано. Такая вот красивая бутылка. Все бутылки по 0,5. 45,6 градусов крепости. Год дистилляции 2017. 1500 бутылок. Итак, эта серия называется The Dance Teacher. Здесь совместно со смелым дизайнером, как пишут на бутылке, составлен вот такой вот, придуман вот такой вот интересный символ. Видимо, это танцующий учитель танца точнее. И как пишут на бутылке, это доморощенная сыворотка правды, выпив которую, вас понесет на танцпол, в пляс. Двойная дистилляция, традиционный грузинский метод, повсеместно разыскиваемая гурманами, путешественниками и винными энтузиастами. Лучшая подача – это охлаждение до арктического состояния, как тут написано. Очень мне понравилось оформление, дизайн бутылки, красивый вот такой вот у нас учитель танца. Семейное предприятие, как и почти все Марани, находящиеся в живописном месте в Грузии, неподалеку от Энисели. Также есть свой сайт. На сайте есть фотография Хрущева и Фиделя Кастро на каком-то застолье, где они пьют из рогов грузинских. Пусть эта фотография вас не смущает, на самом деле Фидель и Никита никогда не были на Марани Nine Oaks, и скорее всего это Марани было основано позже. Они были в Грузии, и это было абхазский регион, абхазское село Дурипш. Давайте послушаем нашу чачу. Очень фруктовая, очень божественная, очень ароматная. Никакого алкоголя. В меру резкость. Очень деликатный, нежный аромат. Скорее напоминает граппу. Выпуск о граппе тоже можно посмотреть здесь. Легкая парфюмерность, цитрусы, ваниль, виноградная история, чуть-чуть кокоса. Очень правильный и чистый. За аромат я поставил 24 очка. Вкус чуть более провальный, но также является продолжением аромата. Очень хорошая сладость, 8 из 10. Пить охлажденным можно, но я считаю, что и вот такой вот комнатной температуры подача тоже вполне и неплоха. Оценка 80.
Вкус подпровалился, но очень хорошая чача. Очень рекомендую к покупке. Я думаю, эта чача могла бы быть очень красивым и хорошим подарком. Следующая чача — это Папари Велли. Как же забыть Папари Велли, да, Вадим? Папари Велли, вот такая вот лошадка у нас тут нарисована. Папарская долина, деревня Ахашени, Кахетия, Восточная Грузия. Небольшая винодельня, принадлежащая семье Курдадзе. 2006 год основания. Папари, лошадиная грива в переводе с грузинского. Она напоминает местный рельеф, который находится вокруг, который окружает эту винокурню, винодельню Марани. И основал винокурню Нукри Гурдадзе. И, как я сказал, семья Курдадзе, а основатель — это Нукри Курдадзе, это физик по образованию. И как настоящий человек науки, он, конечно же, захотел привнести в процесс производства что-то свое. И он уникальный метод внедрил на своей винокурне, своей винодельне. Это трехуровневая по высоте выдержка вина в квевре. И выдержка начинается с верхнего уровня. Далее сливается вино в следующей квевре. Далее через какой-то промежуток времени в следующей квевре. Это такая гравитационная система, как что-то типа вот системы, которая разработана на солодовой винокурне Макмира в Швеции. И с другой стороны, это такой вот способ солеры, да, выдержки солеры в Испании, где последовательно, поэтапно, от бочки к бочке, сверху вниз, также выдерживается херес. Очень интересная система. Конечно, хотелось бы поговорить и узнать, почему он делает таким способом, выдерживает вино. И надеюсь, мы когда-нибудь тоже к этому подойдем. Больше напоминает New Make или Eau de Vie, точнее говоря. Не мой стиль, потому что я люблю все-таки больше забористые форматы, яркие. Однако наверняка многим эта чача понравится, и она действительно нравится экспертам и специалистам. Оценка также 80 баллов. Прошу прощения, забыл сказать очень важный момент. 45,6% градусность у нас Nine Oaks, сорт винограда Кхихви. Здесь у нас градусность 47, сорт винограда Чинури. И я хотел бы подчеркнуть, что в своем выпуске я хотел бы показать многообразие не только самих чач, но и сортов винограда, использующихся для производства этих чач. Итак, следующая чача — это чача Дато Чехладзес Марани, полученная из винограда Киси, сорта винограда Киси. 45%. Об этом Марани я не нашел никакой информации, но их продукции очень много в магазинах. И здесь они обладатели медали Georgian International Wine Award 2017. Видимо, какая-то выставка, золотая медаль, которую они получили на этой винной выставке в Грузии. Также есть золотая медаль на какой-то агро-выставке. Классическая, хорошая, приятная, фруктовая, виноградная чача. Чуть более грубая, чем Папари Велли, но тоже очень и очень такой классический фирменный стиль. Очень неплохая и очень застольная. 78 баллов. Следующая чача у нас Annas Vineyards. Annas Vineyards. Также ничего не нашел об этой чаче в интернете. Annas Vineyards 50%, 2014 год дистилляции. Это сорт винограда Усахелаури. Очень ароматная, очень душистая чача. Много жмыха, виноградные косточки, мощный, плотный виноградный лист. Мощный и плотный этот аромат. Фруктовость, что-то это оборудование, мягкий маслянистый вкус. Продолжение носа, также листья винограда, косточки. И что хотелось бы сказать, это отличная, ароматная и необычная чача с необычными такими тонами винограда и довольно специфичными. И что хотелось бы сказать, что тут чувствуется, что именно сорт сформировал вот эту специфичность и необычность этой чачи. И еще что хотелось бы сказать, что Усахелаури очень и очень хороший и интересный сорт для
производства чачи. И чачу из Усахи-Лаури попробуйте обязательно, если даже не найдете чачу Аннас Вайнярд, то найдите какой-нибудь, если увидите, купите, тоже попробуйте. Оценка приличная этому дистилляту, 86 баллов. Далее чача Андроникашвили Марани. Вот такая красивая бутылочка. Пожалуй, самая титулованная Марани и самая титулованная их чача. Кахетинские Ахашени. Деревня, городок, не знаю, как хотите. Еще одно Марани из долины Папари. Здесь у нас серебряная медаль 2018 года International Wine and Spirits Competition. Крутейший международный баттл, который проводится в Америке, в городе Сан-Франциско. Очень красивая бутылка, этикетка. Все так стильно, чинно. Это купаж, здесь два сорта винограда, это Саперави и Ркацителли. И забегая вперед, это очень удачный купаж. Что тут написано? Также написано, что эту чачу нужно подавать охлажденной, хотя на самом деле не подавайте эту чачу охлажденной, она достойна быть комнатной температуры. 50%, эта бутылочка 750 мл, американский формат, видимо на экспорт. Абрикос, алыча в аромате. Резкий, ванильный, очень-очень много всего. Виноградные гребешки, жмых, абрикос, сладость, плесень подвала. Вот что меня вообще подкупило и просто влюбило в эту чачу. Ветошь, мягкий маслянистый вкус, очень интересный, очень насыщенный, очень ароматная чача. Оценка 86 баллов, тоже 86 баллов. Вот так вот. На мой взгляд, это идеальная чача, эталон баланса во всем. Если увидите, берите. Если я не ошибаюсь, эта чача идет почти вся на импорт, поэтому найти ее довольно сложно. Самые внимательные из вас наверняка сейчас не понимают, что происходит, потому что вы здесь видите только белые чачи. Ну а где же выдержанные? Конечно же, чачи еще и выдерживают в бочках. Сразу скажу, что я небольшой поклонник выдержанных чач. Некоторое количество, наверное, с десяток я отдегустировал, и пока остановился на одной из них и представляю вашему вниманию эту замечательную чачу. Чача, которая произведена Тедос Марани. Это тутовые бочки, выдержка в тутовых бочках. Здесь, скорее всего, купаж, не указаны какие сорта, но явно чувствуется Саперави в купаже с какими-то еще сортами винограда. 45 градусов. 2016 год производства. Тедо Гзиришвили, основатель компании, с 1985 года занимается дистилляцией. Находится винокурня в живописном месте в Восточной Кахетии, в селе с красивым названием Сагареджо, испанским, итальянским, на берегу полноводной реки Иори в Волозанской долине. Простая бутылочка может вас смутить, однако в тихом омуте черти водятся. Очень специфичный и очень яркий, не спиртуозный фруктовый аромат. Напоминает мне даже виски, какие-то хересные экспрессии, сухофрукты, обилие горных и аптечных трав, сухих горных и аптечных трав с акцентами на мятлик, солодку, степь. Я чувствую степь, это такая ностальгическая чача для меня. Классные танины, фруктовые выдержанные бренди, какие-то сложные дубовые или древесные тона, а также виноградные танины. Вкус маслянистый, плотный, тягучий, в меру фруктовый, очень сухой и сладкий одновременно. Много сухофруктов, алычи и просто фруктов в сочетании с танинами и в сочетании все с теми же травами. Вот эти травянистые мотивы. Но также здесь и много такой полынной горечи скорее. Послевкусие тоже горькое, полынное, тонинное, насыщенное. Сладость небольшая, где-то 7 из 10. И что я вам хочу сказать? Дайте этой чаче
хорошо продышаться, и она отдаст вам все, что имеет. Это очень неплохая и очень даже уже вполне дегустационная чача, которая, ну, может позволить себе составить вам компанию вечером со снифтером и поразгадывать и поностальгировать, да, вот о степи, о теплом степном воздухе. Очень-очень нравится мне эта чача. Единственное пока мною попробованная и единственно встреченная мною дегустационная чача. Есть некий перекос по горечи полынной, и поэтому оценка не супер высокая, но оценка настоящая выдержанному дистилляту 84, честная оценка 84 балла. Не знаю, видно ли вам. Вот так вот сделаем. Ну что, интересно было? Надеюсь, что да. И если вы пробовали чачи, если вы сейчас в Грузии, расскажите о той чаче, которая понравилась больше всего вам. Особенно интересно ваше мнение о выдержанных чачах и ваше мнение, какие чачи вам понравились выдержанные. Будем собирать и накапливать эти знания, и если не сложно, в комментариях дайте свое мнение. А также дайте свои любимые марани, свои любимые магазинчики, если вы где-то встречали интересный магазин с большим выбором чач. Тоже, я думаю, всем будет полезно и интересно. Своим выпуском, подытоживая, хотел бы я обратить ваше внимание на сортовое многообразие чач, на выдержанное многообразие чач. Ну, многообразие тут не показано. И самое интересное, я бы хотел получить от вас ответ на вопрос, посмотрев этот выпуск. Скажите, пожалуйста, может ли чача делаться на заводе? Вот может ли она делаться на заводе или нет? Фонагари вот тут вам поставил. Итак, надеюсь, вам было интересно. Заглядывайте в наш магазин товаров и аксессуаров для дегустаторов, любителей крепкого алкоголя. Вот эти бокальчики для чачи и граппы вы также можете там приобрести. Итак, не пейте. А если пьете, то пейте только правильными глотками и только правильные дистилляты. Пока!